В сентябре прошлого года биткоин вступил в активную фазу роста, которая длилась целых 7 месяцев подряд. На протяжении этого периода рост биткоина подпитывали такие катализаторы, как одобрение ТЕФ в США, четвертый халвинг, а также ожидание снижения ставки ФРС уже в начале этого лета. Вот только в апреле началась коррекция, из-за чего биткоин уже потерял около 10% своей стоимости, а капитализация альтов упала примерно на 15%. И если говорить о будущем движении биткоина в мае, то оно в первую очередь будет зависеть от экономических данных США, потому что уже через 3 дня ФРС объявит процентную ставку, а Джером Пауэлл проведет пресс-конференцию. Это будет одно из самых важных заседаний ФРС в этом году, потому что в марте ИПЦ показал рост, а многие данные сигнализировали о возвращении инфляции в США, что создает давление на рынок акций и крипты. Также в последнюю неделю мы наблюдаем за оттоком капитала из ETF-фондов, который превысил $300 миллионов начиная с 22 апреля, за счет чего все больше инвесторов ожидают падения биткоина до уровня $52 тысячи. Но несмотря на такие, казалось бы, негативные факторы, которые оказывают влияние на криптовалюту, на данный момент около 85% альтов находятся в исторической зоне покупки, поскольку индикатор MVRV сигнализирует о том, что сейчас лучшее время для накопления альтов по максимально низким ценам. Таким образом, сегодня в ролике мы уделим особое внимание двум важным темам, а именно биткоину и его прогнозам на май, а также интересным альтам, за которыми обязательно стоит следить в следующем месяце. И в этом видео вы узнаете, что нас ждет в мае, упадет ли биткоин до уровня $50 тысяч, как ФРС повлияет на рынок, стоит ли сейчас продавать крипту, когда нам ждать масштабного альт-сезона, а также я покажу, какие секторы крипторынка имеют самый большой потенциал на рост в следующем месяце, как, например, токены ИИ после публикации отчета NVIDIA. Ну а перед просмотром обязательно поддержите нас лайком, потому что мы хотим сделать для вас большой обзор на одну монету, и что самое главное, ее выберете именно вы в комментариях под этим роликом. Так что ставьте лайки и пишите название монеты, на которую вы хотите увидеть отдельный обзор. Вам желаю приятного просмотра, меня зовут Влад, вы на канале Coin22, давайте начинать. Что ж, дорогие друзья, через 3 дня нас ждет выступление Пауэлла, и как вы видите, во время прошлой конференции биток зафиксировал рост на 6% после положительных прогнозов главы ФРС, но 1 мая его риторика может измениться, что в первую очередь отразится на цене биткоина. Вот поэтому, чтобы следить за пресс-конференцией Пауэлла в прямом эфире, подписывайтесь на наш телеграм-канал, где мы всегда на связи и делимся только эксклюзивным контентом, свежими новостями и актуальными прогнозами на криптовалюту. А тех, кто еще не подписан, ждет приятный бонус в виде вот этого календаря с самыми важными событиями на май, где отмечены те даты, когда на рынке будет наблюдаться повышенная активность. Так что подписывайтесь по ссылке в описании. Несмотря на то, что сегодня я хотел уделить больше времени альтам, так как они показывают более активное движение, начать нам придется все равно с биткоина, так как альты напрямую с ним связаны. Тем более через 3 дня будет заседание ФРС. Вообще в последние несколько месяцев рынок никак не реагировал на ставку ФРС, поскольку ее оставляли без изменений, а комментарии Джерома Пауэлла сводились к тому, что им нужно больше времени и положительных отчетов, чтобы начать снижать ставку. И до того, как были опубликованы различные экономические данные, как, например, ИПЦ, уровень безработицы, индекс деловой активности и многие другие, которые показали, что в США начинает возвращаться инфляция, шансы на первое понижение этим летом составляли более 50%. Вот поэтому, когда появилась угроза новой волны инфляции, криптоинвесторы более внимательно начали следить за экономикой США. Единственное, в чем мы можем быть уверены на 99,9%, так это в том, что 1 числа ФРС оставит ставку на старом уровне 5,5%. Но вот комментарии Пауэлла наверняка будут зависеть именно от тех данных, которые публиковались в марте и на протяжении всего апреля. Причем последним отчетом, за которым активно следит ФРС, стал индекс цен на личное потребление, который также показал рост за март, что сигнализирует об усилении инфляции. Таким образом, это является основательной причиной для ФРС, чтобы не понижать процентную ставку в ближайшие месяцы, за счет чего первое снижение может произойти не раньше сентября. Да, ставки еще останутся на высоком уровне, но что самое главное, никто не говорит о повышении. То есть, несмотря на признаки усиления инфляции, ФРС не собирается повышать ставку до 6%, потому что Пауэлл прекрасно понимает, какой это будет удар для экономики США. Ранее я вам уже говорил, что высокие ставки ФРС – это большой враг для экономики, так как кредиты становятся более дорогими, что приводит к сокращению производств, поставок и, конечно же, продаж. И это наглядно показывает ВВП США
США за первый квартал, который был опубликован 25 апреля. По данным, ВВП вырос всего на 1,6% в начале этого года, хотя прогнозы составляли 2,2%. И такие данные спокойно позволяют ФРС дальше сохранять ставку на высоком уровне, что само собой приводит к росту индекса доллара, на фоне которого растет доходность гособлигаций США. Таким образом, на этой неделе большие инвесторы с Уолл-стрит сделали ставку именно на облигации, поскольку начали выводить деньги из биткоин ETF. После того, как в четверг опубликовали ВВП, из ETF вывели почти 218 миллионов долларов, а если посчитать общие токи за неделю, то они превышают 320 миллионов. И, к сожалению, 71-дневный период беспрерывного притока капитала в ETF BlackRock прекратился. Именно по этой причине биткоин всю неделю корректировался, из-за чего потерял около 6% своей стоимости. Но вопрос, будет ли биткоин падать ниже важного уровня 60 тысяч? Поскольку в последнее время на рынке отсутствуют катализаторы, которые могли бы возобновить рост, в то время как ажиотаж вокруг халвинга начинает утихать, биткоин постепенно падал, и скорее всего такое движение может продлиться до конца месяца. Поскольку биткоин испытывает мощный медвежий импульс в диапазоне от 65 до 69 тысяч, шансы на дальнейшее снижение продолжают расти. Вот эти желтые линии на профиле объема показывают большую активность инвесторов около уровня 62 тысячи. Если этот диапазон не удержится в качестве поддержки, то весьма вероятно, что биткоин может упасть вот в этот пул ликвидности от уровня 60 до уровня 59 тысяч долларов, о чем я вам говорил в наших прошлых роликах, что дает нам потенциальную возможность для установки лимитных ордеров на покупку. Но помните, в начале я упомянул уровень 52 тысячи. Так вот, этот уровень является следующей крупной поддержкой, если биткоин пробьет 60 тысяч. Поэтому в данном случае покупать лучше всего на откате и заранее выставлять лимитные ордера на ключевых уровнях, где наблюдается большой объем покупок. Сейчас мы снова будем консолидироваться, и волатильность на рынок вернется только на следующей неделе. Ведь, во-первых, 30 апреля начнутся торги ETF в Гонконге, а во-вторых, 1 мая нас ждет заседание ФРС, и биткоин в любом случае будет искать любые катализаторы для дальнейшего движения. Так что в первую очередь нужно следить именно за этими новостями. Кстати, еще интересными новостями поделились разработчики проекта Mently, который находится на 29 месте в общем рейтинге. Не так давно данный проект запустил платформу Mently Reward Station для получения вознаграждений за блокировку токенов сети MNT. Этот сервис уже успел привлечь более 26 тысяч пользователей, и в рамках своего масштабирования Mently запустили розыгрыш токенов нового децентрализованного протокола MISO. Для распределения было выделено 90 909 монет MISO, и получить долю от этого пула смогут пользователи, которые до 3 мая заблокируют токены MNT через Mently Reward Station. Далее пользователям отправят специальные тикеты, которые позволяют получить монеты MISO. Также на этой неделе Mently провели интеграцию с игрой в Telegram под названием Catizen, которая набрала 520 тысяч активных пользователей в день. И все игроки сейчас получают возможность поучаствовать в airdropе 230 тысяч токенов MNT. При этом в самой игре можно еще получить до 5000 игровых токенов Fish. А чтобы более подробно изучить сервис Mently Reward Station, а также знакомиться с условиями для участия в airdropе Catizen, все ссылки мы оставили в описании. Следующий вопрос, который нас интересует, это альты и, конечно же, альт-сезон. Не знаю почему, но многие думают, что если биткоин падает, то это означает, что инвесторы выводят капитал и переводят его в альты, так как они более активные. На самом деле это не совсем так, и такое понятие как альт-сезон работает совершенно по-другому. Для того, чтобы капитал начал поступать в альты, сперва должен вырасти именно биткоин, ведь во время бычьего рынка первое, что покупают инвесторы, это, конечно же, биток. Далее все работает по принципу переполненной чаши, когда инвестиции в биткоин начинает сокращаться, капитал перетекает в главный альткоин эфир, далее идут высококапитализированные альты, и после этого всякие мемы, шиткоины и другие мелкие токены. При этом для начала сезона альткоинов 75% из 50 лучших монет должны превзойти биткоин по сравнению с предыдущим сезоном. В первую неделю марта был момент, когда казалось, что альт-сезон наступил, правда он быстро закончился. И с начала апреля индекс показывает, что хотя цена биткоина упала, показатель этого индекса также сильно упал, с уровня 59 до 37, из-за чего активный альт-сезон придется подождать. Но очень часто данный индикатор сигнализирует об альт-сезоне только тогда, когда многие монеты уже выросли на 10 или 20%, за счет чего нужно использовать и другие данные, как, например, показатель MVRV, который указывает на то, что сейчас около 85% монет находятся на исторических уровнях для покупки. И давайте более подробно это разберем. Индикатор MVRV показывает отношение рыночной стоимости к реализации
реализованной стоимости и сравнивает рыночную капитализацию криптовалюты с ее реализованной капитализацией. Проще говоря, данный индикатор способен показать истинную стоимость актива. Низкий коэффициент MVRV указывает на то, что цена монеты может быть занижена по сравнению с реальной суммой инвестированного в нее капитала. Таким образом, для опытных инвесторов это является потенциальным сигналом на покупку. Так вот, по данным популярной платформы Sentiment, более 85% альтов прямо сейчас находятся в зоне исторических покупок. Причем у себя в Твиттере аналитики Sentiment указали, что покупка может быть оправдана, пока среди толпы растет страх после всех этих падений рыночной капитализации. Это, конечно же, громкое заявление, но учитывая то, что многие альты уже просели на 40% после того, как пробили локальные максимальные уровни в марте, у нас есть потенциал увидеть разворот альтов. Альты протестировали краткосрочное дно в начале февраля, когда упали на 20%. Далее начался рост, теперь снова произошла коррекция, и мы наблюдаем за консолидацией. Но если мы посмотрим на вот этот график циклов альтов, то мы увидим, что повторный подъем ожидается в середине второго квартала этого года, то есть приблизительно в мае. И если такое движение реально повторится, почему бы не закупиться альтами прямо сейчас, чтобы просто ждать их рост? В целом идея хорошая, поэтому давайте разберем, за какими именно альтами стоит следить в мае. Прежде всего, я бы хотел выделить Solana. Еще в прошлом ролике я говорил, что Solana планирует провести самое масштабное обновление за всю историю, которое должно решить ее основную проблему, связанную с перегрузкой сети и отключением блокчейна. Ведь с ростом активности мемкоинов на Solana, которая продолжает набирать популярность на рынке, создается большая нагрузка на сеть, но предстоящее обновление, которое планируют закончить 27 мая, должно привести блокчейн в чувство, после чего он не будет выключаться от пары лишних транзакций. Перспективы в Solana видят большие фонды, как, например, Pantera Capital, с криптоактивами на сумму 5,2 миллиарда долларов. Ведь на днях данный фонд выиграл тендер на покупку партии монет из 2000 Solana от биржи FTX. Причем в этом месяце Pantera Capital вместе с компанией Galaxy уже купили Solana от FTX почти на 2 миллиарда долларов. Solana отметила первую поддержку на уровне 130 долларов, поэтому данный уровень по-прежнему можно рассматривать для накопления перед следующим месяцем. А чтобы установить лимит на ордера на покупку с самой низкой комиссией, регистрируйтесь у нашего официального партнера биржи OKEX, которая предоставляет лучшие условия для торговли и очень много бонусов для наших зрителей. Так что переходите, ссылка есть в описании. Также в следующем месяце нам нужно внимательно следить за монетами ИИ, потому что 22 мая компания Nvidia опубликует отчет о прибыли за первый квартал 2024 года. И чтобы вы понимали, я на примере токена AGEX покажу, как на рынок токенов ИИ повлиял отчет Nvidia за четвертый квартал прошлого года, когда ее выручка составила 22 миллиарда долларов. В то время монеты ИИ улетели на сотни процентов. И учитывая, что только за последние 5 дней акции Nvidia выросли на 15%, вероятно, что прибыль в первом квартале этого года также покажет очень положительные результаты. Таким образом, я выделю монету AGEX, которую можно накапливать вот в этом диапазоне, токен Render с ключевой поддержкой на уровне 7 долларов, а также монету Fetch AI, которая пытается удержать поддержку 2 доллара. И отдельного внимания монет на базе ИИ заслуживает NIR Protocol, которая в отличие от других монет прекратила падение и выросла на 70% за последние пару недель. Такой рост монеты NIR связан с большим количеством новых партнерств, которые разработчики заключили за последнее время. На днях NIR объявила партнерство с проектом NodeKit, TrueZK, а также колумбийскими финтех-компаниями, с которыми они теперь совместно работают над масштабированием блокчейна. Вот именно по этой причине цена NIR выросла на 70%, в то время как другие монеты падали. Но поскольку вот в этом диапазоне наблюдается сильное сопротивление, я бы не стал покупать NIR по рыночной цене. В данном случае стоит работать, как и с многими альтами, а именно покупать на просадке. И конкретно для NIR вот этот диапазон можно рассмотреть для покупки, ведь именно в нем долгое время консолидировалась цена. Но, кстати, заранее хочу сказать, что все токены ИИ, включая NIR, очень волатильные, поэтому если вы будете добавлять их к себе в портфель, обязательно следите за соотношением, которое не должно превышать 4 или 5%, ведь это напрямую влияет на ваши риски. Дополнительного внимания в мае заслуживает монета STX, которая также есть у меня в портфеле, ведь сейчас полным ходом идет подготовка к большому обновлению под названием Nakamoto. Ранее я вам уже про него рассказывал и говорил, что это обновление необходимо для ускорения транзакций с 10 минут до 10 секунд, что окажет сильное влияние на блокчейн и, конечно же, на саму монету STX. Обновление запланировано примерно на 22 мая, и для потенциальной покупки можно рассмотреть вот эти два диапазона, в которых можно частями накапливать STX. Если вы сейчас задаетесь вопросом, а стоит ли продавать биткоин или альткоины, то ответ на данный вопрос
зависит напрямую от вас. Если вам реально необходимо USDT для ваших личных целей, вы, конечно же, можете продавать. Но если у вас чешутся руки, чтобы продать по текущим ценам, а после перезайти пониже, я бы не советовал этого делать, уж тем более с биткоином. Лучше усреднять цену покупки и ожидать дальнейшего восстановления рынка. Ведь если следовать прошлым данным, то после 20% коррекции после халвинга наступала активная фаза роста. Поэтому, несмотря на известную пословицу инвесторов «продать в мае и уйти», лучше усреднять, набираться терпения, а после собирать плоды ваших ожиданий. Так что грамотно распределяйте свои активы и не бойтесь, если биткоин упадет ниже уровня 60 тысяч, ведь для него это вполне нормальное движение, и это не будет начало медвежьего рынка, как это было в 2022 году. Но чтобы четко понимать, что происходит на рынке, переходите в наш телеграм-канал, где мы на связи 24/7 и держим вас в курсе всех событий. Также жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Вам желаю удачи, до скорых встреч!